Илон Маск покидает команду Трампа. Зеленского пытались кинуть с договором. Оккупанты не собираются отстраивать Мариуполь. И названо имя переговорщика от Путина. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Первое обещание Трампа, которое не сбылось. Россия забрала доллары Асада, а сирийцам вернула фантики. Китай тайно вооружает Иран. К чему готовятся диктаторы этого мира? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии. И не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Мюнхенская конференция по безопасности стартовала, но сенсаций не случилось. Россиян там нет, хотя Трамп уверял, что именно в Мюнхене начнутся переговоры между РФ, Украиной и США. В итоге ни одного кремлевского лица, а обещания президента США рассыпаются в пыль. Но на помощь прибывает вице-президент и спасает ситуацию, перебивая все новостные ленты практически с ноги разгромом Европы. And expressing opinions isn't election interference. Высказывание мнений — это не вмешательство в выборы, даже когда люди выражают мнение за пределами вашей страны, и даже если эти люди очень влиятельны, и поверьте мне, я говорю это со всем своим чувством юмора, если американская демократия может пережить 10 лет ругани Греты Тунберг, то вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев Илона Маска. Почему несколько месяцев? Что будет после? И значит ли это, что Илон Маск действительно покидает команду Трампа? Пишите, что думаете по этому поводу. Как вы это понимаете, в комментарии оставляйте свои мысли. Это очень важно. Сделка с США закончит войну, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Но именно эта сделка внесла сумятицу в график многих участников. Перед стартом саммита Зеленский должен был встретиться с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом. Но вот незадача. Самолет Рубио развернули, заявив о технической неисправности. Встреча с Венсом также откладывалась из-за соглашения по редкоземельным металлам, которое, как пишет Reuters, пытались подсунуть Украине, не читая, для того, чтобы президент Украины, не глядя, подписал соответствующий документ. Как вы сдерживаете Путина? Вы вооружаете до зубов. Вы даете кучу F-16, а не несколько F-16. Вы дадите им штурмовое оружие, вы дадите им танки, потому что они будут сражаться. Если мы подпишем это соглашение о полезных ископаемых, Путину конец, потому что Трамп будет защищать сделку. Так что лучшее, что здесь может произойти, это то, что он заключит с вами сделку. Но вместе с тем, если соглашение на использование украинских недр рассматривается в Мюнхене на конференции по безопасности, то мирных соглашений там, по крайней мере, президент України предпочитает не подписывать. А мирна угода не може бути підписана в Мюнхені? Ну, тому що це Мюнхен. І тут немає президента. І тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так? И я таких речей не повторюю. Первыми итогами конференции удовлетворены даже в Украине, хоть и говорят, что не все ожидания оправдались. Мои ожидания – это конструктивный диалог, по результатам которого мы можем уже сложить определенные тренды и направления, как будет двигаться вот эта вот стратегия выстраивания безопасности, исходя из тех вызовов, которые мы имеем со стороны авторитарных государств, уже Ирана, Китая, России, безусловно, и того, на что будет готов Запад в ситуации внутренней дискуссии о том, кто сколько должен вкладывать, кто что должен делать, и в целом, а как воспринимать эти угрозы, да, и кто является большей угрозой. Кремль кидает в бой семейного переговорщика. По данным Bloomberg и «Медузы», в переговорной игре появился неожиданный персонаж – Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций. Этот человек связан с Джаредом Кушнером, зятем Трампа, и, по слухам, через него американцы координировали сделки по обмену заключенными. Близкий круг Путина и не только. Жена Дмитриева, Наталья Попова, не случайно оказалась на верхушке бизнеса. Она подруга и однокурсница
помощница дочери Путина Катерины Тихоновой. А за последние годы она вошла в руководство крупных госкомпаний с миллиардными оборотами. Если Россия и будет участвовать в каких-то переговорах, то по кремлевской традиции через приближенных и теневые схемы. Кроме Дмитриева, в список парламентеров от России попали Юрий Ушаков, советник по внешней политике с более чем 50-летним опытом в дипломатии, и Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки, который ранее служил с Путиным в КГБ и запомнился своей неуверенной позицией по поводу начала войны. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я поддержу Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или говорю, нет. Да. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Шольц уходит из политики и напоследок решил хлопнуть дверью, предложил ввести режим ЧС. По порядку. Олаф Шольц заявил, что его текущий срок на посту канцлера будет последним, после чего он намерен покинуть политику и вернуться к жизни обычного гражданина. Говорит, что не планирует заниматься какой-либо другой деятельностью после завершения своих полномочий. Пока еще канцлер Германии Олаф Шольц затем обращается к парламенту с призывом признать войну в Украине чрезвычайной ситуацией. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев. Мы никогда не примем мир, навязанный извне. Мы не согласимся на решения, которые могут нарушить европейскую и американскую безопасность. Шольц переживает, что стремление США вести переговоры по Украине без участия Киева и стран ЕС ставит под угрозу безопасность всего европейского континента. Китай тайно вооружает Иран. Поставки ракетного топлива для баллистических ракет начались. Первый контейнеровоз прибыл из Китая в Иран, подтвердив опасения о тайных поставок стратегического сырья. Общий объем груза составит около 1000 тонн, что достаточно для производства топлива для 260 иранских баллистических ракет средней дальности. Сегодня они угрожают нам, говоря что-то вроде «мы придем и нанесем удар по вашему ядерному объекту, Натанзу или какому-то другому месту». Благодаря знаниям наших молодых ученых это место было построено. Если вы нанесете удар по 100 объектам, то вместо них они построят 1000 других. Вы не можете уничтожить их. Да, вы можете разрушить здание, вы можете прийти и нанести удар по нему, но те, кто построил его, будут строить заново. Но новая поставка из Китая может свидетельствовать о том, что Иран быстро восстанавливает свои ракетные мощности. Кремль провернул очередную финансовую аферу. Россия отправляет в Дамаск 300 миллиардов сирийских фунтов, напечатанных на госзнаке. Но есть нюанс. Ранее сирийцы передали Москве 250 миллионов в твердой валюте. Передали вместе с Башаром Асадом. И эти деньги Путин, или те, кто рядом с ним, решили оставить себе. Россия просто залила Сирию бумажками, которые мало чего стоят. Курс сирийского фунта рушится, инфляция зашкаливает, экономика трещит по швам. В общем, все, что обычно происходит после падения режима. Получается, что Кремль не столько помогает, сколько устраивает махинации в стиле МММ, забирает твердую валюту, а взамен дает фантики. Вопрос: кого Россия кинет следующим? Пишите в комментарии, что думаете. Двое белорусских граждан, освобожденных режимом Александра Лукашенко, в среду останутся в Вильнюсе. Активистка Алена Маушук и журналист «Радио Свобода» Андрей Кузнечик были освобождены, но к состоянию бывших политзаключенных очень много вопросов. Мы благодарны американским дипломатам, которые пригласили нас. Мы забрали, увезли Елену Мавшук в безопасное место. Она находится в очень ужасном состоянии, физическом и психологическом. У нее нет многих зубов. Она травмирована. В колонии она была на грани самоубийства. В тюрьме ее лишили родительских прав. Она беспокоится о своей семье. В прошлом металлургический гигант «Азовсталь»
превратят в Диснейленд за 100 миллиардов. Оккупанты строят туристическую Мекку, как они называют, на костях Мариуполя. Российские власти решили превратить уничтоженный войной завод «Азовсталь» в туристический парк. В планах музеи, отели, магазины, зоны отдыха и даже туристический объект под названием «Доменная печь». Стоимость проекта – астрономические 100 миллиардов рублей. В Москве уверяют, что до 2035-го комбинат превратится в уникальное место для туристов. Правда, сами мариупольцы вряд ли в восторге. Для них Азовсталь давно стал символом трагедии, а никак не отдыха. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте тоже, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.